Всем привет, ребята! Сегодня у нас среда, 16 апреля. Давайте посмотрим, что у нас поменялось на рынке. Я расскажу, какие позиции открыл-закрыл. И подведем итоги все-таки прошлой недели. Потому что ждать пока я там буду без позиций, это долго. Ну и так там, в принципе, все понятно будет. Надо было раньше на самом деле записать, ну ладно. Так, что у нас с биткоином происходит? Я вчера вот здесь вот закрыл оба шорта. Да, в ноль. Считай, что, ну, то есть у меня был отсюда шорт и был 82 300, по-моему. Да, здесь как раз был ноль, и я закрыл, потому что, во-первых, была ночь, во-вторых, мне не нравится как бы движение, да, без импульсов, потихоньку, что-то мы там сползаем, как бы непонятно. И здесь я взял лонг на отскок, на ретест нижней границы клина. Правда, клин у нас с вами благополучно пока превращается в диапазон. Да, то есть был клин, но раз, два, три. Сейчас посмотрим, если вот здесь вот мы как бы не пробьем вот эту поддержку. Да, ну, условно, вот здесь вот. То у нас все это будет как бы боковик. Поэтому клин, треугольник и прочая всякая фигня, она как бы работает постольку поскольку. То есть у нас треугольник может там превратиться тоже в диапазон, может условно треугольника равнобедренный превратиться, да, там в прямоугольный треугольник. Короче, всякие бывают варианты. Поэтому сейчас у меня вот этот лонг с небольшим там убытком, да, как бы фиксить я его собираюсь. Верхней границы диапазона, если что, ну, где, ну, если добирать-то я буду, то где-то это вот 78, там 76, не раньше. Ну, я думаю, так как сегодня в 20:15 у нас выступает Пауэлл, то я думаю, что мы, наверное, скорее всего, будем болтаться здесь. Конечно, если мы до Пауэлла прольемся, это будет хорошо. Да, мы там можем взять позиции и там, за большой долей вероятности мы там не ниже пойдем, а отскочим. Вообще, как торговать новости, да, есть два варианта. Это просто угадывать, ну, условно вставать в одну из сторон, если ты как бы угадал, то ты молодец, как бы получаешь быстро там довольно-таки приличную прибыль. Если ты не угадал, потом пытаться оттуда выскочить усреднениями там и так далее. Да, ставить стопы и брать перед новостями какие-то позиции смысла вообще никакого нет. Ну, то есть Пауэлл выходит, он может сказать, допустим, что вот инфляция падает, типа все хорошо, да, рынок пойдет вверх, потом он скажет, ну, мы тут решили пока ставки не снижать, вот у нас будет там заседание там в конце лета, вот там мы подумаем и решим. И все, рынок как бы падает. То есть в зависимости от того, что он там будет говорить, да, и все время это рынок будет колбасить, там воспринимать какие-то там слова, интерпретировать по одному, потом по другому, как бы, и стопы здесь вообще никак не помогут. Так, ладно, с этим понятно. В общем, что я жду, пока мы не пробили как бы вот эту зону, я жду вверх. Ну, вниз, наверное, мы навряд ли сегодня уже там до Пауэлла успеем. Как бы сюда куда-то я жду. Потому что не понравился мне вчера шорт. Ну, хотя бы какие-то побольше палки были. Вообще вот это вот все, то, что с выходных происходит, да, я ж по сути как бы, ну вот шорт как в пятницу тот открыл, и все, я здесь позиций больше никаких не открывал. То есть вчера только еще вот с верхней границы открыл и все. Вот это вот торговать, вот такой вот узкий диапазон довольно-таки, а у нас здесь что? По сути 83, там 85 с копейками. Да, это 2000 долларов диапазон для биткоина. Ну, как бы это маленький очень. Я вообще не люблю такие вещи. Если бы он хотя бы баксов 5 бы был, ну, как-то было бы более интересно. Да, вот это вот торговать такое, ну, как бы сидишь без позиции, по сути. Да, то есть то, что я там наторговал, это все было на прошлой неделе, считай, что, ну, с воскресенья, наверное, и по пятницу. То есть вот суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
Вот во вторник вечером я только открыл следующую позицию. То есть 4 дня я, по сути, сидел. Потому что, во-первых, я как бы не видел, где открывать. Ну, шорт, конечно, у меня там был. Вот этот на 82 открытый, как бы по риск-менеджменту я там могу только через определенное количество открывать новую позицию, да, там усредняться или еще что-то делать. Ну, так, конечно, может быть, если бы у меня того шорта не было, может быть, я здесь шорт бы открыл, ну, не знаю. Ну, вот эти вот вещи я как бы крайне не люблю, потому что ты сидишь без денег, по сути. Потому что здесь ты думаешь, что сейчас выйдем вверх, здесь ты думаешь, сейчас выйдем вниз и полетим, да, какое-то будет нормальное движение. По факту как бы непонятно, что будет. Он как бы может вот здесь вот до сегодняшнего вечера как бы ходить вообще легко. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас с эфиром. Ну, с эфиром на поддержке пока, да, пробиваем, как бы ищем где-то здесь поддержку. Не пробиваем, идем опять сюда до Павла. Ну, здесь, в принципе, не так уж много, да, здесь, по сути, 1400, здесь 1700, ну, прилично, 300 пунктов для эфира, нормально. Так, ладно, давайте перейдем к тому, что мы там за прошлую неделю наторговали. Я как писал, ну и говорил в предыдущих роликах, да, у нас там депозит 3800 на фьючах и 3800, условные 3800 на опционах. Ну там, во-первых, демо-счет, во-вторых, как бы, ну там сумма побольше, но как бы я открывал позиции по 380 долларов. Ну, то есть один опцион на 380 долларов, да, исходя из того, что, допустим, депозит у нас 3800, мы его разбили на 10 частей. Так, по фьючерсам давайте. По фьючерсам. Сейчас, ну, не считая как бы вот этого плавающего убытка 4732, но я оттуда забирал где-то 160-170 долларов. Надо было мне там фигню одну заплатить, как бы здесь они были ближе всего деньги. Это где-то получается 1100. Ну, сейчас уже получается за 10 дней, да, если считать. Ну, по сути, за прошлую неделю. Потому что я вот 4 дня последний, там, считаю, что одна позиция у меня была. Да, ну, это как бы тоже рынок, и считаем как за 10 дней. Да, это получается, там я сегодня в Твиттере пост выкладывал, 29, что ли, процентов. Или около того. Да, что нам биржа считает? Биржа считает почему-то по-своему. Я, честно говоря, не понимаю, как они. Они, видимо, учитывают эти плавающие убытки по позициям, по незакрытым. Да, и выдают они здесь. Ну, если вот это вот, ладно, там, допустим, 1100 и 1000, там, бог с ним, что-то там похожее на правду, да. Вот это вот 125 каких-то прибыль-убыток за 7 дней. Что 125? Какие 100? За сегодня какие-то 136 тоже непонятные. В общем, я не понимаю, как они считают. Дальше что мы идем? Общая прибыль 1650. Общий убыток какой-то, хотя зафиксированный там, ну, то, что я усреднял, там одна позиция в плюс, другая в минус, там какие-то были минуса. Ну, не понимаю я, как он считает. Прибыльные, убыточные дни. Ну, то есть он учитывает как бы плавающий убыток там по какой-то своей, видимо, логике. На винрейт 66. Ну, сколько я там усреднял, закрывал минусовых позиций? Наверное, парочку. Пару позиций как бы я закрывал, да, в минус. Ну, с учетом того, что там была открыта еще одна позиция в плюс. Да, и почему 66, тоже, короче, непонятно ничего. Средняя прибыль за день 206, какие-то средний убыток какой-то за день 156, доходность 1,3, что это такой коэффициент как бы к депозиту или что. Ну, в общем, вот, они, ну, опять же, ровно 3800. Я специально туда кинул 3800 ровно. Здесь почему-то 3777 какие-то. Не знаю я, короче.
У него какая-то своя логика, да, здесь вот, ну, что-то похожее на правду, 27, там 29, ладно, бог с ним. Вот это вот тоже. Ну, в общем, если с калькулятором считать, то 1100. Если вот этому верить, как бы, ну, не совсем здесь как бы правильно показывает. Я еще периоды в прошлом году вчера смотрел. Да, и тоже там что-то чу попало, он пишет. Так, ладно, по этому. По... Это подвину. По опционам. По опционам картина примерно схожая. Там 1200 получилось. 1200, но там есть проблема одна. То есть 1200 откуда тоже появилась. Я брал в прошлое воскресенье до падения путы, которые дали там то ли x4, то ли x5. Я выкладывал там в телегу или в твиттер, там можете посмотреть. То есть за счет этого как получилось 1200. И я пока, ну, не совсем я понимаю, есть смысл, нет смысла как бы ими торговать. Понятно, что там, наверное, меньше риски. Ну, то есть ты как бы максимум можешь стоимость опциона потерять. Но я, наверное, еще тесты проведу, наверное, еще недельку, 10 дней. И условия будут такие немножечко. Я поменяю, да. Это плюс 3 дня к экспирации. Ну, или минус, получается. Наверное, минус, да, к дате экспирации. Ну, то есть, условно, если экспирация там, если я беру позицию сегодня, да, экспирация плюс 3 дня. И если раньше я брал как бы ближе к деньгам позиции, ну, к страйк цене, скажем так, то теперь я условия поменяю и буду брать там плюс или минус, ну, в зависимости от того, путы или колы, там где-то 3000 по биткоину, я говорю. Ну, то есть, если сейчас цена условно 83, то я буду там брать 80-е. Да, только не запутаться надо, 80-е. Ну, которые, короче, дешевле. Которых еще там 3000 до денег. До того, как они будут в деньгах. И посмотрим как бы так. На статистику, что там получится. И уже потом еще одну фигню потестим. И посмотрим. И единственное, как бы сегодня попробуем перед Пауэллом что сделать. Взять какие-нибудь недорогие путы и колы. Путы и колы, наверное, с экспирацией на послезавтра. И посмотреть вот эту вот дельту. Как бы, ну, по-любому в одну из сторон мы, наверное, пойдем. Хорошо. И как бы перекроет ли он, ну, должно перекрыть, да, просто какая прибыль получится. Вот это вот надо потестить еще нам. Да, то есть перед важным событием мы берем и тот, и другой опцион как бы в разные стороны. И смотрим, что из этого получится. Ну, это, наверное, я не знаю, в статистике я, может, не буду это учитывать, потому что получится как вот в воскресенье с этими путами. Когда как бы, да, хорошую прибыль как бы это дало, но статистику нам не то что подпортило, а немножечко исказило. Так, ну, в общем, так говоря, все. Ждем вечера, смотрим, что будет, как будет. Постараемся заработать деньги, да, потому что уже среда, а на этой неделе, по сути-то, ничего и не заработали. Ну, я не заработал. Только закрыл не очень хорошую позицию с прошлой недели. Так, ладно, все, всем пока и до завтра.